Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на мой канал. Не забудьте подписаться, чтобы получать уведомления о новых видео. Эшреф и Кадир объединяются против Кафаджилар и расстреливают их всех по одному, одновременно обмениваясь колкостями. Когда Динчер спрашивает Нисан, что она делает с этой фотографией, Динчер пытается отмахнуться, говоря: «Я готовил для тебя сюрприз». Эшреф звонит Гурдалу и говорит, что они попали в засаду и нуждаются в помощи. Гурдал берет остальных с собой и отправляется к Эшрефу. Нисан говорит Динчеру: «Мне интересно, что ты обо мне думаешь, но я чувствую, что ты не думаешь ничего хорошего». Динчер просит ее не говорить ничего неловкого. Нисан в гневе уходит, надеясь, что ты ее опозоришь. Она звонит Эшрефу, но не может до него дозвониться. Эшреф пишет ей: «У меня важная встреча». Когда Нисан уходит, она просит его немедленно позвонить ей, но не может сдержать слез. Заметив это, таксист спрашивает, не отвезти ли ее в больницу. Нисан отказывается и выходит из такси, говоря, что ей нужен свежий воздух. Семья Гурдал в последний момент спасает Эшрефа из засады, а Кадир убегает, не оглядываясь. Затем Эшреф звонит Нисан и спрашивает, что случилось. Нисан говорит: «Если ты не придешь и не обнимешь меня, случится что-то ужасное». Эшреф отвечает: «Хорошо, я пойду». Сельма спрашивает Чикдема, сотрудничает ли она с Эшрефом, и Чикдем пытается уйти от темы, говоря, что они встретились только для того, чтобы что-то выяснить. Динчер думает, что Нисан не узнал на фотографии меня и моего отца. Женщина, которая была рядом с ней, говорит: «Нисан ищет что-то, связанное с тобой. Она не будет сидеть сложа руки. Нам нужно быть осторожными». Эшреф звонит Кадиру и говорит: «Якуб, пусть все права твоего отца будут ущемлены из-за тебя». Кадир отвечает, что спас ему жизнь. Тем временем появляется Чикдем, обвиняя Кадира в том, что он считает, будто прокурор Сельма одержима мной, потому что, по ее мнению, фотографии отправил Кадир и просит его больше не действовать за моей спиной. Она уходит. Когда Кинан приказывает Кадиру убить Чикдем, Кадир говорит: «Это не так просто», и они обсуждают ее. «Кинан, что это за полицейский? Это более жестокий преступник, чем ты или я». Когда Эшреф подходит к Нисану, Нисану хочется обнять его и прижать к себе. Когда он спрашивает, что случилось, Нисан отказывается говорить, говоря, что скучает по тебе. Но Эшреф говорит: «Давай уедем отсюда». Они едут с Эшрефом в тихое место. Когда Нисан объясняет, что ничего не помнит из прошлого, и что ее сердце сжимается, когда она пытается вспомнить, Эшреф спрашивает, почему она вдруг так встревожилась. Что-то случилось. Нисан не хочет говорить о том, что было между ней и Динчером. Эшреф обнимает Нисан и гладит ее по волосам, рассказывая о своих детских мечтах. Нисан засыпает на груди Эшрефа и просыпается от кошмара. Эшреф пытается ее успокоить. Эшреф говорит: «Давай я отвезу тебя домой, ляжешь и отдохнешь». Нисан говорит: «Давай не будем уезжать прямо сейчас, поедем еще немного». Когда Нисан говорит: «Отвези меня к Босфору», Эшреф соглашается. Когда Нисан приходит домой утром, Джерин спрашивает ее, где она была. Затем она сообщает Динчеру, что Нисан приехала, и требует поговорить с Нисан. Когда Нисан спрашивает: «Ты внезапно ушел прошлой ночью, ты в порядке?», Нисан холодно отвечает и вешает трубку. Внук Хафизи пытается обманом заставить ее взять деньги. Хафизи тайком наблюдает, как она достает их из тайника, чтобы дать ему. Отдавая деньги, она изображает радостное объятие. Эшреф находит Хасана у Кафаджилар и приходит к нему, а Хыдр пытается спасти отца. Когда Эшреф угрожает убить всех, если Хыдр не выдаст отца, Хасан предлагает ему сделку, и Эшреф соглашается объединить силы против Кадира. Когда Эрмак забирает Нисана и они уезжают, Эрмак спрашивает, кто эта девушка, которую она ищет, но Нисан не говорит Эшрефу, надеясь, что он сам ей расскажет. Эрмак, заметив, что за ними следуют люди Динчера, встревожен. Кадир и Кинан подходят к наркоторговцам, требуя объяснить ситуацию. Кадиру сообщают, что старик хочет с ним встретиться. Когда Кадир уходит, он идет к Динчеру.
Не в силах больше терпеть преследование, Ермак выходит из машины, подходит к машине, которая стоит позади, ударяет мужчину и возвращается к машине. Динчер рассказывает Кадиру, что один из людей Хасана Ихтияра говорит с ним: «Договоримся, Эшреф – наш общий враг, и мы пока не будем трогать Эшрефа». Поговорив с Фаруком Гурдалом и Муслимом о происходящем, Эшреф спрашивает Фарука, что тот сделал с Айтан. Фарук отвечает: «Мы уже об этом поговорили, все кончено». Эшреф увещевает замужнюю женщину: «Не делай глупостей». Фарук и Гурдаль уходят. Эшреф зовет Муслима и спрашивает, что тот хочет сказать. Муслим отказывается говорить. Когда она говорит: «Может быть, я расскажу тебе, когда придет время, я сама тебе все расскажу», Эшреф отвечает: «Надеюсь, это не займет много времени. Я здесь, чтобы помочь тебе». Когда Ермак и Нисан добираются до нужного места, Эшреф звонит и пытается скрыть свои отношения с Ермаком. Ермак говорит, что она тоже на меня сердится, но Нисан отказывается ей говорить, однако ее уклончивые ответы заставляют Эшрефа понять, что она что-то скрывает. Эшреф говорит слова, намекающие на то, что он скучает по Нисан и любит ее, а Нисан отвечает, что ужасно скучает по нему, но у нее много дел, и ей нужно скрыться. Затем, пытаясь выяснить это, Динчер и Ермак заходят в дом его бывшей помощницы. Девушка собирает вещи и, по-видимому, убегает. Когда Хафизи сообщает ей, что ее внук забрал все деньги и золото из дома и сбежал, Эшреф звонит Муслиму и просит его проследить за ней. Когда Нисан возвращается домой, она рассказывает Джерин о том, что Динчер, возможно, влюбился в Нисан. Он считает это нелепым и злит ее. Когда Чикдем хочет взять на себя ответственность за наркобизнес, она узнает, что ее будут расследовать и лишат работы. Она также узнает, что за этим стоит ее мать, прокурор Сельма. Муслим находит внучку Хафизи, забирает деньги и золото и приглашает ее пойти с ним. Он обманом заставляет сына Кадира Хасана, Туфана, вступить в сговор с его отцом. Эшреф спрашивает девушку, почему она их украла, что собиралась с ними делать. Эшреф спрашивает, почему они ей не нужны. Она отвечает, что ей стыдно. Эшреф советует Салихе: «У тебя блестящее будущее. Держись подальше от наркотиков. Я поддержу тебя, чтобы не случилось». Когда Салиха уходит с Хафизи, Эшреф спрашивает Ермака, чем они занимались с Нисаном, и спрашивает, кому она их отдала. Ермаку все равно, и он не раскрывает секрета. Но Эшреф завершает разговор словами: «Я больше ничего подобного не хочу». Когда Гурдал идет поговорить с Ганджей, он видит рядом стоящего мужчину и устраивает сцену. Гурдал бьет мужчину. Ганджа говорит ему: «Он мой двоюродный брат, проваливай». Фарук уводит его. На этот раз Нисан встречает Эшрефа в такси. Эшреф переодевается таксистом, берет Нисан на попутку, и они отправляются в путешествие. Когда таблоиды узнают Нисан в такси и засыпают ее вопросами, Нисан обманывает ее, заставляя думать, что ей нужно ехать к близкому другу на прием, и продолжает путь. Когда Нисан и Эшреф добираются до тихого места и разговаривают, Нисан спрашивает, что бы случилось, если бы я был информатором. «Разве ты меня не простишь?» Эшреф отвечает: «Был информатор, которого Чикдем придумал, и мы убили его, когда он узнал. Такому нет прощения». Когда Нисан предлагает сменить тему и поговорить о чем-нибудь другом, Эшреф говорит: «У меня есть идея», и целует Нисан в губы. На следующее утро, когда Нисан просыпается одна в такси, она звонит Джерин и объясняет, что все в полном беспорядке и что сюда постоянно звонит. Эшреф идет покупать семиты для себя и Нисан. Когда Эшреф приезжает, Нисан злится из-за того, что бросил ее. Когда Нисан начинает мечтать о свадьбе с Эшрефом, Эшреф говорит, что такие вещи помешают будущему Нисан. Когда Эшреф говорит, что ему нужно куда-то ехать, он предлагает подвезти Нисан домой, но Нисан отвечает, что не поедет домой и у него есть другие дела, и не объясняет Эшрефу ничего. Эшреф предупреждает его, чтобы он не действовал за моей спиной. Пока Нисан в дороге, звонит Динчер и говорит, что беспокоится из-за ее постоянных исчезновений. Нисан говорит: «Я не ребенок, я просто хотела скрыться».
Она отказывается слушать объяснения Динчера, говоря: «Оставьте меня в покое на некоторое время». Она вешает трубку. Когда Нисан идет туда, где ее бывший помощник шепчет ей на ухо, ее внезапно трясет от взрыва конфетти, и перед ней стоят Динчер и его команда. Когда Динчер спрашивает, что случилось, он отвечает: «Ответы на все ваши вопросы здесь». Он объясняет, что они развесили все о Нисан на стенах, сделали слайды и пытались найти и использовать все, что смогли найти о вас. Нисан отводит Динчера в сторону, спрашивая, могут ли они поговорить. Хасан вступает в словесную перепалку с Хыдыр-бабой, говоря, что Эшреф все еще не спас его. Хыдыр-баба говорит: «Пусть эти наркоденьги будут вашим языком, эти деньги несут в себе проклятие матери». Хасан злится и требует, чтобы Хыдыр-бабу увели. Динчер говорит Нисану: «Извини, я не хотел тебя так смущать. Ты переживал очень тяжелое время. Я хотел тебя порадовать. Ты чуть не испортил сюрприз». Нисан отвечает, что есть вещи, которые я до сих пор не могу понять. Динчер звонит своему бывшему помощнику и объясняет, что он солгал и участвовал в подготовке сюрприза. Нисан хочет уйти. Динчер говорит: «Сегодня вечером ты будешь гостем на прекрасной сцене. Все площадки тебя ждут». Нисан говорит: «Не сегодня». Динчер говорит: «К сожалению, все билеты распроданы. Я заберу вас сегодня вечером, друзья». Затем Нисан уходит. Уходя, Нисан говорит: «Ты думаешь, я дурак? Я выясню, что ты задумал». Динчер делает замечание своему бывшему помощнику: «Ты хорошо сыграл свою роль, и теперь ты будешь продолжать в том же духе», и отпускает его. Эшреф и его люди совершают набег на место, где прячется Хыдыр-баба, и начинают убивать каждого из них по одному. Когда Эшреф сталкивается с Хасаном, он стреляет ему в ногу. Забрав Хыдыр-бабу, Хасан говорит, что бандиты не оставят его в покое, поэтому Эшреф стреляет ему в голову. Когда Туфан оказывается в машине Кадира, Кадир говорит ему: «Твой отец давно умер, ты со мной, чтобы привезти нам сырье». Когда Туфан спрашивает, что я получу взамен, Кадир отвечает: «Эшреф должен убить и тебя, вылезая из машины». Когда Туфан делает другое предложение, которое Кадиру понравится, Кадир отвечает: «Тогда ты получишь свою долю». Они согласны. По дороге Фаруку звонят Айтен и их общий друг, сообщая, что Айтен в больнице. Он выходит из машины и бежит к ней. Эшреф привозит отца Хыдыра домой и предлагает поговорить о Кадире, ведь Хыдыр не забыл, что он сирота. Эшреф говорит, что у него плохая кровь, но это не важно. Он просит Хыдыра хорошо отдохнуть, «ты нам нужен», и уезжает. Чикдем, который был в машине, преградивший ей путь, стреляет ему в спину, отчего тот теряет сознание, а Кинан и остальные мужчины уезжают. Фарук приезжает в больницу и видит состояние Айтен. Он спрашивает: «Кто это с тобой сделал?» Айтен отказывается говорить, но она кричит. Когда Айтен просит его взять ее за руку, он не может отказать, и она садится рядом с ним. Айтен обнимает его и плачет. Готовясь к концерту, Нисан делится с Джерин своим внутренним голосом, который подсказывает ей, что все происходящее не имеет смысла. Нисан смотрит в глаза Эшрефу и говорит, что хочет спеть свои песни. Джерин спрашивает, в курсе ли она. Нисан отвечает: «Нет, раз она хочет быть там, она не сможет прийти, она расстроится». Нисан, хотя ее глаза полны слез, чувствует необходимость уйти, и, уходя, Джерин говорит: «Тебе не обязательно это делать. Посмотри на себя». Кадир пытается заставить человека, который заставил его продать товар, остаться с ней. Он говорит ей: «Ты же не хочешь меня злить». Кадир спрашивает: «О чем ты говоришь? Ты мне угрожаешь». Мужчина не отступает. Когда она объясняет, что ему нужно ехать по семейным делам, Кадир говорит: «Вот тогда все и меняется», и отпускает ее. Придя в себя, Чикдем обнаруживает себя в доме Кафаджи Хасана, окруженный трупами. Кадир звонит, угрожает Чикдем и предлагает продолжить сотрудничество. «Поздравляю, это самая крупная партия наркотиков в этом году. Я на правильной стороне. Не забудь об одолжении».
Когда прокурор Сельма приезжает с полицией к дому Кафаджи Хасана, Чикдем проводит его внутрь, словно сама все сделала, и показывает ему все. На вопрос о случившемся Чикдем отвечает: мафиозные разборки, имущественный спор, скорее всего, я приехала сюда, чтобы его выследить. Пока Тайфун спорил с Кинаном из-за того, что тот назвал его братом, грузовик загорелся. Кадир и Кинан запаниковали, и Эшреф позвонил им и сказал, что сделал это. Ирмак сказала Эшрефу, что хочет поговорить, и сообщила, что Нисан скоро выйдет на сцену, а Динчер загородил ей большую сцену. Эшреф ответил, что понятия не имеет. Ирмак явно не хотела ставить себя в затруднительное положение, иначе Динчер бы ее остановил и устроил скандал, но она спросила: не хочешь ли ты там быть? Пока Нисан готовилась к выходу на сцену, Динчер подошел и сказал: тебе нужно быть счастливее, эти люди здесь для тебя, и предложил ей комплект ожерелий, который он купил для Нисан. Нисан отказалась. Когда Динчер познакомил Нисан с Сезгин, которая писала о ней колонку, Нисан оставил ее, чтобы встретиться с ним и понаблюдать за подготовкой. Динчер строго предупредил Сиду, сказав мужчинам вокруг, что Эшреф туда не войдет. Нисан ждал прибытия Эшрефа. Фарук был с Айтен, когда ее выписали, и ее муж тоже приехал. Когда муж Айтен встретил Фарука и спросил: ты не был в тюрьме? Фарук ответил: да, но я могу вернуться. Айтен попросила: ты объяснишь мне, как я дошел до этого? Он разозлился и спросил: кто ты такой, чтобы так со мной разговаривать? Фарук ответил: никто. Сотрудники, узнав Эшрефа, провели его через заднюю дверь и накрыли хороший стол. Нисан вышла на сцену и поет свою песню, а Эшреф внимательно наблюдал. Когда мужчины подошли и сообщили Эшрефу, что он идет с ними, Эшреф ушел вместе с ними. Когда они выгоняют Эшрефа, тот избивает их и возвращается в ресторан. Пока Нисан поет свою песню, написанную на стихи Афры, Эшреф посылает ей воздушный поцелуй, и Нисан очень радуется. Нисан видит цветок, подаренный ей парой посетителей, похожий на цветок из ее кошмара. Эшреф, узнав его, бросается к ней и обнимает. Нисан просит: пожалуйста, не покидай меня, Эшреф. Эшреф отвечает: я никогда тебя не оставлю, я здесь. На этом мы завершаем очередной анализ. Вы можете поделиться своим мнением в комментариях. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы увидеть новые видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.